Ребят, всем привет! А сегодня я захотела взять немножко нестандартную тему, а именно поговорить не сколько о каких-то явлениях, сколько о явлении, а точнее о человеке явлении. И я надеюсь, что для многих из вас тема того, кто же такой Илон Маск, это такая личность, которая является очень сильно спорной. Я думаю, для многих из вас, надеюсь, по крайней мере, это будет интересно. Я смотрела сама эту личность на тонком, мне было интересно, кто же он такой, за кого он, за правых или за левых, что он вообще из себя представляет. В принципе, если вы подписаны на мое Бусти, где я рассказываю все о том, как нас захватили, вы еще, наверное, застали маленький, там есть буквально отрывочек, маленькая запись. Я там оставляла о личности Илона Маска еще первый раз, когда я его смотрела на тонком плане, но после этого я еще много раз тоже возвращалась к нему, смотрела как, что, зачем, потому что эта фигура, она достаточно очень неординарная. С одной стороны, мы видим, как он в костюме Бафомета где-то там в каком-то замке графа Дракулы отмечает Хэллоуин, а с другой стороны мы видим, как он выкупает Твиттер и полностью убирает весь момент цензуры там, начинает обличать очень многие вещи, и то есть делает, казалось бы, просто прямо противоположные вещи. Поэтому я думаю, что многим будет это интересно. Но перед тем, как мы начнем, хотела бы кое-что еще озвучить. Во-первых, читала ваши комментарии, мне безумно приятно их читать, безумно приятно читать некоторые случаи из вашей жизни, то, что вы делитесь со мной, с другими людьми какими-то моментами, и в том числе подтверждающими мои видео, то есть то, что я говорю. Также есть, конечно, разные комментарии, в том числе, допустим, какие-то достаточно агрессивные. И сразу хочу сказать, я уже один раз высказалась на этот счет, еще раз добавлю. Ребята, прекратите мне в комментариях разжигать агрессию. Я не потерплю вот этого вот всего. Вот серьезно. Там, где внимание, там энергия. Вы вот не понимаете, что вас раскачивают просто на этом всем, и вам говорят, ты должен либо любить, либо ненавидеть вот это событие, о котором вы там пишете. И в любом плане, и в том, и в другом, вас просто выводят на то, чтобы вы сливали туда энергию. И я не говорю о том, что надо закрывать глаза и делать вид, что ничего не происходит. Более того, я сама разбираю тему мировых новостей, того, что происходит в мире и прочее. Разбираю у себя в Телеграме, я там рассказываю то, как я вижу многие ситуации, которые происходят в мире сейчас. И вот эту вот картину, которую я вижу. И поверьте мне, мне на тонком тоже вот эту вот всю грязь смотреть, а политика это грязь, на каком бы уровне она там ни была. Мне это тоже не очень приятно. И я вот каждый раз, залазя и смотря вот какие-то вот эти вот события на мировой арене, у меня такое ощущение, как будто вот я просто в какой-то луже, очень-очень грязной луже искупалась. Это очень мягко сказано. И мне хочется помыться после каждого такого выхода на тонкий. Потому что это все, ну, очень нелицеприятно. И вот та фигура, которую мы будем сейчас тоже обсуждать, вот Илона Маска, там тоже все, знаете, неоднозначно. И это далеко не белый пушистый кролик в том понимании, в котором мы можем увидеть. Эта фигура, это игрок. Это такой очень-очень серьезный игрок высокого, ну не то чтобы уровня, но да, то есть он играет на азарте, ему плевать, что, сколько, чего там будет, да, в процессе там пострадает или еще что-то вот в процессе его игры, да, он делает мягко, да, где-то что-то, но тем не менее он играет, и у него есть цель. Цель — это выиграть.
выиграть партию, которую он затеял. И ради этой партии он пойдет по головам. И вот просто на примере Илона Маска мы с вами сейчас немного это разберем, потому что, чтобы вы поняли, что сейчас на самом деле таких, как он, здесь на арене очень много собралось. И именно они играют сейчас и играют по-крупному, играют по факту вот ту самую партию, о которой мы с вами говорим. Он не один, и их много. И они играют грязно, грязно. Так или иначе, они используют грязные методы, хоть где-то они и идут по пути блага, но где-то они играют очень грязно. И поэтому для того, чтобы вы поняли, ну, наверное, давайте разберем эту фигуру, тем более я очень давно уже хотела вообще заснять этот ролик, почему-то хотелось мне рассмотреть эту личность, и, может быть, ну, пример этого человека даст вам гораздо большее понимание того, что вообще в жизни очень сильно все неоднозначно. Итак, давайте поговорим уже конкретно о фигуре Илона Маска и о том, как я вижу этого человека, точнее не совсем человека, а его душу, то есть что это за душа, для чего она сюда пришла и как она выглядит, как она вообще играет и каким образом она влияет на этот мир. Итак, как я уже сказала, фигура Илона Маска это достаточно очень неоднозначная фигура. С одной стороны, мы видим чипированных обезьян, систему Starlink, которая тоже на тонком плане я в свое время смотрела, и я понимала, что это какая-то не очень хорошая система, которую пытаются выставить, и что она напрямую будет связана с какой-то цифровизацией, то есть с какими-то вот такими моментами, и что вот это вот типа бесплатный интернет для всех или интернет в каждом уголке земли и так далее, это что-то, ну, не просто из разряда утопического, типа решил подарить вам весь мир, это что-то, ну, мягко сказать, с подтекстом. И не только я видела, что вот эта вот система Starlink должна давать какие-то не очень позитивные вещи, то есть в том числе я там видела, что пытаются делать эксперименты определенного типа, какое-то вещество внедрять, не то, о котором вы подумали, которое внедряли там людям, нет, это другое вещество, которое еще не сильно говорили, то есть какие-то непонятный, как металл, живой металл какой-то, вот, который под действием электромагнитных волн, то есть может типа перемещаться по телу и что-то там вот такого плана. И, может быть, когда-нибудь я об этом расскажу, но не на Ютубе явно, может, в Телеграме. Так вот, что вот эта система, она как-то должна была и с этим быть связана, то есть, ну, типа какие-то электромагнитные волны или что-то такое излучать, которые бы передавали, допустим, тем же самым непонятным вышкам что-то, и это вышки как-то воздействовали. Ну, то есть там какая-то должна была быть сложная система взаимодействия, которая бы позволяла, ну, совершать некий контроль, скажем так. И вот эти вот все, с одной стороны, там, чипы обезьян, когда мы говорили, о, типа, будет все классно, классно. Кстати, кто-нибудь слышал, что эти обезьяны долго не жили после внедрения вот этих чипов? Тут же, допустим, моменты там запуска каких-то экспедиций на Марс, вот это та самая машина, которую там якобы запустили в космос и прочие-прочие вещи, которая должна была достигнуть там Марса, по-моему, когда-то там. Так вот, а с другой стороны, мы видим достаточно очень интересные высказывания, достаточно очень интересные действия, которые сейчас начались. Ну, про там Бафомета я вам уже тоже рассказала, да, костюмчик был у него веселый. Вот, достаточно тоже у него там есть истории, когда он там сына своего назвал как-то там по цифровому буквенному коду, и у него как раз-таки вот это вот его барышня, которая родила, она достаточно странная девушка, которая была замечена, ну, в не очень хороших каких-то проявлениях своих, мягко скажем. И некоторые даже говорят, что она состоит в каких-то, ну, типа, знаете, не очень хороших
организациях, вот, с поклоняющимся всяким козлам и прочим. Так вот, какой-то есть момент того, что, ну, как тоже некоторые думают, источники, что ее подослали для того, чтобы она управляла и манипулировала этим человеком. И у меня есть определенный момент ощущения, что так и есть. То есть как будто действительно эту Греймс или Грэмс, как-то так ее зовут, в общем, эту женщину, что она была подослана именно для манипуляции сознанием Илона Маска, потому что вот есть ощущение какого-то дурмана, который она навеивала, то есть как будто вот какого-то колдовства даже, ну, вот шлейф какой-то вот какого-то колдовства. Но с ней он расстался, и расстался, по-моему, даже в конце 21 года. И, кстати, именно с ней вот двое детей, которые родились, они имели имена вот эти вот циферно-буквенные. У остальных детей Илона Маска, у него их очень много, как я понимаю, достаточно очень, очень многодетный отец, вот, в том числе от первых двух браков, там у него тоже дети, и вроде как и внебрачные какие-то дети есть, у них нормальные человеческие имена. Но вот здесь вот с этой вот непонятной барышней, там вообще что-то было не то, походу. Так вот, если мы вернемся к этому всему, то у него неоднозначное было то, когда он пробовал вот эту собачку, взлет в космос отправлял, и это нанесло очень большой ущерб, и он обличил, по сути, очень многие организации, которые торгуют акциями, потому что токенами теми же самыми, которые говорили о том, что да мы там независимые, да мы там такие, мы, значит, за людей, для людей и так далее, что мы вообще типа никак, никоим образом не контактируем с государством. И когда он такой говорил, ай, давайте, ребятки, покупать эту собачку, отправил эту собачку в космос по деньгам, и реально люди, то есть обычные пользователи, начали зарабатывать огромное количество денег, то есть на этой собачке, а это была чистой воды спекуляция, просто то, что он сделал, это была чистой воды спекуляция рынком, и тогда эти компании, они просто остановили. Реально, они просто сказали стоп, и вроде как типа свободный рынок, типа свободный рынок, который говорит, да, мы тут просто так чисто нейтральные площадки, они пошли на поводу у больших бизнесов, у госкорпораций и просто перекрыли кислород, сказали, все, мы больше не торгуем, пока вот эта спекуляция не пройдет. И это не говорит о том, что рынок свободный, то есть он показал о том, что вся вот эта вот ситуация с якобы свободным рынком, это все фикция. Ну, я лично это очень ярко тогда увидела, что вот, смотрите, какой у нас на самом деле свободный рынок. И таких ситуаций было очень много, когда он, ну, так или иначе, своими вот такими вот достаточно яркими какими-то проявлениями просто обличал достаточно интересные вещи. И сейчас в Твиттере он начинает поднимать моменты с цензурой, которые были раньше в Твиттере. Он начинает обличать, как соцсети ввели вообще все, как они ведут свою деятельность, как они блокируют мнения, которые не нужно. И на самом деле, может быть, кто-то из вас смотрел интервью, которое он дал одному из каналов, где его спрашивают, говорят, вы знаете, Твиттер там с вами стал там совсем российским каким-то ужасным, там такие, значит, такая лента, ее невозможно читать. Он говорит, приведите мне хоть один пример. Нет, ну вот я примеров не знаю, но вот лента настолько ужасна. Он говорит, ну ты, говорит, говоришь о том, что лента ужасна, я тебе говорю, просто приведи пример, ты не можешь мне привести пример. Да, я не могу привести пример, но я говорю, что лента ужасна. Это, конечно, очень сильно смешно выглядело все, насколько он его, вот этого журналиста, поставил на место и утер ему нос, потому что все это звучало комично. Действительно, если ты типа обвиняешь, то, пожалуйста, давай доказательства, а доказательств у этого журналиста не было. Это просто были, ну, обвинения, взятые из космоса, грубо говоря.
И также, наверное, вы слышали о том, что все неоднозначно, и что там на Илона Маска начинается очень большое давление, то, что он уже становится тоже такой фигура no grant, то есть его уже открыто там чуть ли не поносят по всем телеканалам в США, так же, как это было в свое время с Трампом. Его начинают просто какие-то открытые гонения, какие-то открытые прям тявканье на него, что да что этот там малец о себе возомнил, да что он там это. Ну, то есть, знаете, начались прям вот когда человек начал открывать людям правду, то есть рассказывать, а вот смотрите, вами манипулируют, на него начались очень сильные гонения и начали, да, кем он там себя возомнил, да кто он такой и так далее. Ну, я думаю, что теоретической части нам с вами хватит, тем более, что многие из вас и так это знали. Хочу рассказать, что я конкретно видела про эту фигуру на тонком плане. Когда я задавалась вопросом, что за кого он, то есть за глобалов или за так называемых, как нам говорят, белые шляпы, да, ну, те, кто смотрит и слушает мой телеграм, там я уже все открытым текстом говорю и, ну, понимаю, о ком идет речь, кого я имею в виду, то есть за альянс они или за глобалов, то мне приходит такое, что он как будто вот балансирует. То есть это такой человек, как будто он идет, вот лезвие очень-очень тонкое, как лезвие бритвы, реально как лезвие бритвы. И он идет по этому лезвию и держит равновесие, и при этом еще и жонглирует. То есть он очень-очень умело играет. И он перекидывает эти мячики с одного, ну, с одной руки на другую, то есть и при этом идет не туда и не сюда. Перекидывает мячики, это имеется в виду, что то тем накинет, знаете, то этим. То есть он и с теми, и с этими, но он ведет свою игру. То есть его игра, она идет только то, что хочет он. Но у него есть определенная цель. И эта цель, она идет с канцелярии. То есть все-таки я вижу, что эта душа пришла с канцелярии. И причем она пришла не одна такая. Как я уже сказала, таких душ сейчас играет очень много. И это какие-то очень-очень серьезные игроки в плане именно как душа. То есть это игроки очень высшего уровня. И мы с вами очень часто привыкли говорить о том, что есть светлые, есть темные так называемые, и вот все делим на черное и белое. Но мы с вами забываем совсем, что есть такие души, я их называю балансеры. И очень многие, я даже видела, кто-то из вас писал в комментариях, может быть, не на Ютубе, конечно, но то ли на Бусти, то ли где, я видела, что многие из вас тоже знают, что есть такие души, как балансеры. И когда мы говорим про балансеров, это не имеется в виду, что их душа там наполовину темная, наполовину светлая как таковая. То есть сейчас они находятся в определенном состоянии. И если говорить про состояние души Илона Маска на данный момент, то я скажу, что он сейчас, искра у него светлая. Но эта душа, то есть для того, чтобы вы поняли, что такое все-таки балансер, эта душа как раз-таки является той душой, как я вам рассказывала, что душа, она может менять полярность, то есть она может быть темной, потом стать светлой, может быть светлой, потом стать темной, то есть сменить полярность и получить опыт как светлой души, так и темной. То есть каково быть темной душой и каково быть светлой душой. Так вот, если мы берем такую душу, как Илон Маск, сейчас он, да, он светлый, у него светится искра, там все светлое, но у этой души есть опыт того, каково это быть темным, значит, у его души этот опыт уже не отнять. То есть он знает, что такое темные. Он знает, каково это быть темным. Он знает, как действуют темные, как могут действовать темные. Он умеет действовать грязно, он умеет играть по темному, условно, да, в кавычках, то есть по темному играть. Он всю эту кухню знает. И в чем я говорю на балансе? А в том, что когда я его смотрела на тонком, это именно душа имеет реально какой-то очень тонкий баланс, то есть в нем
равные две части. То есть его светлый опыт, опыт души светлый именно в своем светлом проявлении, и опыт души его в темном проявлении одинаково, то есть он примерно равен 50 на 50. И поэтому я его и видела изначально тоже, что он как будто на балансе, то есть как будто он балансирует буквально на ноже, на лезвии. И сейчас, почему я говорю о том, что сейчас такие души пришли сюда, и такие души реально здесь играют, играют от канцелярии. Естественно, темных с проявлением светлых сюда, света сюда не воплощали. Те, которые находятся вот именно как темные, то есть именно с темной искрой, но у которых есть опыт светлый. Допустим, если брать каких-то вот таких душ, это всем известная вообще личность, которую даже там говорят по Библии, да, это Люцик, который был светлым, то есть это был светлый прекрасный ангел, там лучший, да, и так далее. И потом он пал, то есть он стал темным, и у него есть опыт, то есть этот опыт никто у него отнять не может. Он был светлым, он знает, каково это быть светлым, и он реально был когда-то хорошим, замечательным и так далее, но стал темным, и сейчас он играет по темному, он темный, то есть и он идет в своей логике, в своих поступках и так далее, исходя из уже логики темного. Так вот, если мы берем на контрасте, то, допустим, такая душа, как Илон Маск, она сейчас светлая. И, естественно, сейчас он идет уже по пути светлого, и у него больше, допустим, отношения к многим вещам, еще что-то, у него уже как у светлого. То есть и мотивы, из которых он действует, тоже светлые. Но вот этот опыт, который у него есть в качестве пребывания темным, его уже у него не отнять. И, естественно, он будет знать все о темных, как они действуют, что, да, какая логика и так далее. И когда вы, допустим, очень многие там спрашивают, а как вот Надежда, да, темные, вот светлые такие лохи, а темные, они вот все знали, да, о нас, они там нас завоевывали, а мы вот такие вот ничего там не могли ответить, мы, получается, лохи. Да нет, понимаете, были вот тот же самый Люцик, это балансер, который просто знал, он знал, каково это быть светлым, и, соответственно, он знал все слабые места, он знал, как, что и зачем, и почему, и как это можно использовать. То же самое тут. Почему сюда сейчас, то есть сюда сейчас очень много таких душ, как, я уже сказала, как Илон Маск пригласили. Для чего? Потому что с темными могут сражаться, то есть души успешно. Те души, которые знают, как это делать, то есть те души, которые умеют это делать и которые могут сражаться с темными же методами. И поэтому я вам говорила, та партия, которая сейчас происходит, это очень грязная партия. И те игроки, которые сейчас между собой борются, они достаточно сильные. И если вы говорите, вот мы там лохи, как мы там победим или еще что-то, но поймите то, что вот эти души, у которых есть опыт и светлого, и темного в равных долях, ну, по крайней мере, они знают, они гораздо сильнее будут и гораздо более, допустим, продуктивнее бороться с темными, потому что их на какие-то уловки, допустим, тех же темных, они не попадут. И они будут хитрее, умнее, гораздо более продуктивнее для вот этого вот всего, чем, допустим, души, которые не знают, как действуют темные. Поэтому сейчас у нас гораздо более выгодная ситуация, чем была там много-много лет назад. И это, кстати, тоже в том числе посыл к ребятам с Бусти, потому что многие там говорят, вот там я не понял, ну вот я надеюсь, будет понятно. И в том числе ребятам с Ютуба тоже, потому что эти вопросы постоянно тоже сыпятся в комментариях и на Ютубе. Опять же, когда я смотрю такие души, ну, в том числе и Илона Маска, я вижу, что вроде как с одной стороны, они, да, они чувствуют, что вот есть люди, есть там другие души, светлые, все, и у них есть момент
любви к этим душам, у них есть момент того, что они чувствуют объединение с этими душами, то есть у них есть определенный момент того, что они чувствуют другие души, но при всем при этом у них есть, знаете, такой момент азарта. То есть они на азарте, они играют, и у них цель, которая конкретная, вот их конечная цель, это выиграть. И выиграть свою игру. То есть у каждого из них есть своя задача какая-то, своя миссия, которую на них возложили. У того же самого Илона Маска своя тоже есть. И то есть они должны сделать так для того, чтобы вот то, что здесь нужно провернуть, оно провернулось. И это для них, как знаете, вызов определенный, вызов самому себе и вызов вообще всему. Как мне обмануть здесь темных? То есть как мне извертеться и скрутиться для того, чтобы обмануть темных? Для того, чтобы вот сделать эту партию, отыграть свою часть, то есть свою роль на ура. И они в этом плане пойдут, ну просто, грубо говоря, по головам. Потому что есть такое ощущение, то есть для них вот эта игра, сам азарт, большой, огромный азарт, он превышает все остальное. То есть они пойдут до конца, они будут биться просто всякими разными путями. Они тоже будут, то есть хитрить, где-то увиливать, где-то ужами, где-то еще что-то. То есть вот знаете, когда я смотрю это все, есть ощущение какого-то вот карточной игры, вот как в покер играют, то есть шулеры, вот реально как шулеры, и они между собой, то есть если темные это какие-то, ну, конкретные мухлёжники, ну, просто мухлёжники, то вот эти души, они реально шулеры, и они профессиональные игроки, они очень мощные игроки. И как я ощущаю, такие игроки, они соглашаются не на всякую игру, они берутся только за что-то действительно крутое, за что-то действительно такое мощное, классное, то есть какие-то сложные задачи. И чтобы они пришли куда-то, допустим, на какое-то мироздание и там что-то сделали, решили какую-то задачу сложную, то есть это, знаете, как грубо говоря, там какой-нибудь профессор высшей математики, который просто решает там в уме какие-то сложные там многоуровневые уравнения, то есть он не будет браться за то, чтобы решить какие-то задачки для школьника там 5 класса условно. То есть он будет браться только за какую-то сложную, интересную, действительно крутую работу, то есть за какие-то достаточно очень сложные головоломки, где он, ну, как бы типа вызов сам себе кинет, и эти головоломки, задачи, решить которые ему нужно будет просто задействовать весь свой IQ, весь свой потенциал. И тут вот то же самое, то есть эти души, они задействуют весь свой потенциал, все свои приемы, все для того, чтобы решить головоломку. То есть для них такое воплощение, как просто игра-головоломка, из которой они хотят выйти победителем, то есть решить эту головоломку, выполнить свою часть игры. И я уже не первую душу такую вижу, такую же, как Илон Маск, которая вот, когда я просто на нее посмотрела, она такая: моя игра, все, я, все, у него больше другого нет, то есть восприятие игры именно яркой, красивой, мощной, на полную катушку, вот по максимуму. И это то, как эти души сейчас будут действовать. И как я понимаю, вот как я ощущаю это, что сейчас они уже практически начинают полностью входить в фазу вот этой вот раскрутки последней игры, то есть уже раскручивание на финал. Опять же, если мы с вами возьмем план, очень многие думают, что там вот я говорила, там осталось там 2 хода, остался последний ход и так далее. Они думают, что это что-то, какое-то одно событие, которое все там вот одно событие. Но это не так. Структурированный план, он состоит из многих. Допустим, есть там 3 хода, а в этих ходах может быть просто сотни событий. И это как часть плана. Сначала запускается начало, допустим, это там определенные события проходят, потом там вводная часть, да, потом еще, то есть какие-то части плана. И
Здесь то же самое, то есть конечная фаза, выход на конечную фазу игры — это не одно событие, это какие-то события, но уже другая фаза. И сейчас мы можем видеть, как многие игроки, как я уже сказала, просто начинают выходить из тени, но об этом я рассказываю в Телеграме. Еще раз скажу. Надеюсь, вам стало более понятно про таких игроков и почему есть такое ощущение от них, что они из-за наших, из-за ваших. Это не значит, что они играют и не могут определиться, то ли они там на стороне темных, то ли они на стороне светлых. Кстати, Трамп, он тоже один из подобных игроков. Вот, но не совсем такой игрок. Если вам интересно, скажите мне в комментариях, разберу эту личность, тоже расскажу вам, как я ее вижу, хотя я уже рассказывала немного о нем. И напоследок хотелось бы тоже сказать по теме комментариев небольших. Ребят, вот многие из вас вот про детей, я там, да, записывала ролик, пишите в комментариях постоянно. Под каждым роликом практически я встречаю такие комментарии, что Надежда, вот рассказала там что-то, а как отключать эти подключки, не рассказала. Ребят, серьезно, есть куча видео по теме того, как отключать подключки. Я в каждом видео рассказывать о том, трехчасовую лекцию заводить на тему того, как отключать подключки, ну это извините. Здесь раскрываются темы, для тех, кто смотрит мой канал, для них почему-то вот подобного вопроса не возникает. Тем более я почти в каждом описании под видео скидываю ссылку на видео первоначальное, как отключить подключки. Есть целый плейлист о том, как отключить подключку. Ну, то есть плейлист называется «Практические знания». Я там собираю все вообще по этой теме подключек, и в том числе практические советы, как это все делается. И как бы я не знаю, что еще надо, или каждое видео говорить о том, что как отключить подключки, есть отдельные видео. Вот говорю, как отключить подключки, есть отдельные видео. Ну а также, раз уж речь зашла о подключках и их отключении, сейчас, как вы уже знаете, стартовал третий поток курсов по отключению подключек, и прошли уже первые занятия, то есть первый вводный урок по теме вводное видео про подключки, где я рассказала виды лярв, типы лярв и также первый вопрос-ответ. Ну а для тех, кто не успел присоединиться до начала, вы можете успеть, то есть я не закрывала вход в курс, и по мере того, как курс идет, вы еще можете присоединиться и догнать нас в процессе. Ну а также после окончания этот курс будет доступен в записи, поэтому не расстраивайтесь, кто не успел, это все будет. Ну а на этом у меня на сегодня все. Я вас всех люблю, обнимаю. Ваша Надежда Солнечная.